Всем доброе утро. У нас оно доброе. Наш папа дома приехал. Будет нас теперь баловать. Вот делает нам завтрак. Да, папульчика? Да. А что ты кофе мою в раковину выливаешь? А что-то слишком много машина сделала кофе, и молоко некуда будет залить. Понятно. Интересно. Покажи. А все, я уже вылил. Я уже вылил. Мы только проснулись. Все дома, никто никуда не выходит. Школы, садики закрыты, поэтому мы дома. Прочитал в новостях, что сегодня закрывают и внутренние, и наружные границы Эстонии. Вот это да. Рекомендовано гражданам въезжать, а не граждане, кто будут въезжать, будут Вася, сделай потише, зайчик. будут 2 недели в карантине находиться. Угу. Хорошо, вовремя ты успел. Да, но на выезд разрешено выезжать, то есть нам можно. Но и вот будем ли мы проходить карантин, если будем обратно въезжать, это вопрос. Поэтому... Мы тебя не пустим, пока ты никуда не поедешь, пока все не утихнет. Пап, хватит. Что? Хватит молока лить. Зайка, я не лью молоко, я его Папа его взбиваю. разогревает, чтобы сделать кофе маме. Видишь, я делаю из молока пенку. Ой, хватит. Оп. Ну иди садись кушать, Видишь, какая Василий. пенка получилась из молока. Молока было вот столько, а оно взбилось и стало пенкой. Иди завтракать, зайчик. Ну, А ты бутерброд, Василиса, будешь кушать? Зайчик, ты все-таки, может быть, насчет бутерброда ты согласишься? Нет? Не ошпарил. на груди. А куда это ты прихорашиваешься? На бал. На бал пойдешь? А в честь чего бал? У нас же сейчас запрещены все балы, все праздники, зайчик. Ну, бал не тут дома. Дома будешь бал устраивать. Правильно, что еще делать, да? Ничего нельзя? Никуда нельзя. Будем устраивать дома бал. Ты решила и сама причесаться? Что еще будешь делать? Еще и ногти будешь опять красить? Мам, я сама накрашу себе ногти. Только открой бас. Может, ты думаешь, тебе это надо? Надо. Конечно, надо. Открывай баночку. А где ты будешь красить? Надо за стол садиться? На руках. За стол надо сесть тогда. Иди на кухню за стол садись. Я сама накрашу. Сейчас, подождите, я стол. Ну, получается. Ну, этот хоть прозрачный. Не как в прошлый раз. Да, зайчик? Ты будешь такая красивая, да? Маруся проснется и удивится. Скажет, о, какая красавица у нас тут появилась в доме. Ну все, хватит. Теперь другую руку. А другой рукой получится? Ну-ка. Это уже сложнее, да? Левой рукой вот сложнее? Модница. Это просто нарисовано веселый так. Государственный строительный рекомендует быстро вернуть людей из-за границы домой. Хорошо сидите. Да. Чем вы тут занимаетесь? Василиса играет, я новости читаю, что в мире происходит. Что в мире происходит? Ну вот уже государство настоятельно рекомендует турфирмам быстро вернуть людей из-за границы домой. Ну то, что граница закрывается, я уже говорил. И самый первый больной коронавирусом в Эстонии полностью выздоровел. Но ситуация сложная. Слава богу. Угу. Да. Первый выздоровел. Еще сколько заболевших.
А сколько не добавилось? Я не смотрела А сегодня. слушай, вот последнее число заразившихся... Васенька, сделай Знаешь, потише. сделай потише, пожалуйста. Число заразившихся пока что 115. Было 100... Но это по состоянию на 18-15 14 марта. А сегодня у нас... Сегодня уже 15. Ну, вчера было 109. Ну вот уже вчера к вечеру было 115. Так что растет число. Да, конечно, сейчас будут выявлять. Да, да. Будет все Это больше кто и больше. обратился, а ведь они еще не на все обращения реагируют. Ну да, конечно. Васенька, Конечно. сделай тише, пожалуйста. Зайчик, сделай потише. Авиакомпания Air Baltic 17 марта временно отменяет все свои авиарейсы. И получается, что все полеты Air Baltic временно будут отменены, начиная с 17 марта по 14 апреля 2020 года. Включая Ну, полеты смотри. из Эстонии и Литвы. Буквально вчера еще предупреждали, что все возвращайтесь домой, а то останетесь. А сегодня уже люди даже еще вернуться-то не успели. Нет, но тут Васенька, вот опусти ножки. написано, что с 17 марта Эстония закрывает границу для иностранцев. И вот тут правительство решило на кабинетном совещании для предотвращения распространения коронавируса временно ограничить пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны и восстановить пограничный контроль. Значит, все лица, въезжающие в страну с 17 марта, должны провести 2 недели в изоляции. Но тут есть оговорка, что граждане Эстонии и граждане с видом на жительство и с серыми паспортами все равно будут приниматься Эстонией, но находиться в карантине по 2 недели. Но опять-таки этот карантин такой условный, никто не будет проверять. А есть люди ведь, которые приехали, и им все равно, они не будут в этом карантине Ну это находиться. да, но еще вот вопрос по поводу, как это будет вычисляться. Если это будет так же, как когда я приехал, то мне никакой анкеты не давали Никак, да. заполнять. Может, они еще просто не успели на тот момент? Может быть. Ну, вообще я читала, как будет выборочно, будут приходить и проверять. Дома находится человек, который подписал бумагу о том, что он должен находиться по месту жительства. Просто выборочно будут приходить и проверять. Март Хельме, это этот, получается, главный там у нас в правительстве. Он предложил по мобильным телефонам вычислять людей. Да. И находится ли мобильный телефон дома. Но это опять-таки, телефон можно дома оставить и идти гулять. Угу. Зайчик, Василиса, Вась? раздвинь брови. Покажи, какого зайчика пап тебе привез. Покажи. О, какой хороший. А покажи, как он играет. Там наша Марусенька проснулась. Ну, какой. Ну, как прыгает. К маме идет, на ручки хочет, да? Ему, наверное, неудобно по кровати. Вот какой. Как его зовут-то? Его зовут Свистик, девочка. А меня Розочка, девочка. Розочка? Отправила Василису с Вовой погулять. Поехали они на променад. Пока погода хорошая. Сама буду варить супчик. Сегодня варю в большой кастрюле в своей толстостенной. Как люблю. Суп будет гороховый, поэтому сварю побольше. И в этой кастрюле такие супы хорошо варятся и настаиваются. Сейчас курочка у меня положила закипит. Первый раз я воду солью. И залью уже второй раз. Я всегда первую, когда варю мясо, курицу особенно тоже, первую воду всегда сливаю. Ну, как только закипит. А потом уже заливаю полную кастрюлю, столько, сколько мне надо. И варю сегодня еще с копченых куриных тоже полуножек. Ничего из копченого больше в магазине такого не было. Вот сейчас курица это поварится сырая. Потом добавлю, туда положу еще копченые эти ножки, они поварятся. Потом уже все остальное начну закладывать, а мясо разберу, от косточек отделю. Обжариваю лук с морковочкой. Тут у меня уже все варится. Положила, опустила горох. Все кипит.
порежу вот картошечку. На гороховый суп я всегда все кубиками режу. Опущу картошечку и пожарю еще сухарики. К гороховому супу я еще делаю сухари из пшеничного хлеба. Сейчас покажу. Ну вот, в супчик я все сложила. Все, что уже. И обжаренный лук с морковкой, картошечку, мясо разобрала. Мяса будет много в супе. Курицы. Я не люблю варить с копченых косточек, потому что мне не нравится потом в супе, ну, запах дыма, привкус дыма. Вот с курицей мне, ну, я всегда говорю, да, что мы любим больше с курицей. Вот. Теперь я его поставлю на медленный огонь, и он будет томиться долго-долго, пока все распарится. Горох прям будет такой, чтобы уже чуть ли не как каша. А еще порезала белый хлеб. Сейчас положила его на сковородку. Сейчас немного добавлю масла, чуть-чуть. И буду его так вот обжаривать. Его нужно почаще помешивать, чтобы он равномерно сухарики обжарились. И когда вот они уже такие будут сухариками, ну, хлеб свежий, мягкий очень, и вот он должен подсохнуть. И в конце я добавляю, уже посыпаю солью, ну или просто солью мелкой, или вегетой. Это уже по желанию. С вегетой у них вот такой вкус более, ну, более усиленный, наверное. С солью просто, ну, просто такой сладко-соленый вкус. Потому что сама булка сладкая, как обычный батон. Вот. Это все обжариваю, вот, все помешиваю. И потом мы добавляем в суп, когда уже в тарелку себе. Очень вкусно. Ну, вот уже появляется такая поджаристая корочка. Я сейчас немножко подсолю их, помешаю. Запах такой, как будто хлеб печется. Вот. Еще сейчас помешаю, немножечко еще подсушу, и он будет готов. Главное, чтобы он был такой, как сухарики. Я не сильно делаю, чтобы прям совсем засох. Но чтобы хрустел, чтобы в супе сухарики хрустели. Села собирать картинку свою, божью коровку. Решила на минуточку включиться, рассказать о своих достижениях в области похудения. Продолжаю я заниматься. Сегодня какой уже 3-4 день. Пью воду и считаю калории. 1700 калорий, которые мне программа посчитала, мне оказалось даже много. Я максимум, где-то у меня 1100, это максимум, что получается за день. Ну, придерживаюсь, конечно, не ем выпечку, сахар в кофе уменьшила. Буду постепенно переходить так, чтобы уже остаться, ну, совсем кофе пить без сахара, но не знаю, посмотрим. Занимаюсь по программе вот этой вот тренера американского. Конечно, тяжело. Идет всего 20 минут занятия, но тяжко мне дается. Я вся заканчиваю мокрая, красная. Но это пока мышцы привыкнут, окрепнут. Ничего. Вот, 2 килограмма скинула, но я понимаю, что это всегда так бывает сразу, когда начинаешь себя в чем-то ограничивать, начинаешь заниматься. Там первое, это вода, да, уходит, жидкость из организма. И поэтому такой скачок. Потом, конечно, это все замедлится и будет там, может быть, по 100 грамм в день, а то, может, и того не будет. Но я понимаю, что нужно время, что копилось это все не один день, и уходить будет тоже не за один день. Все получается. Главное, Вова домой приехал. Кстати, Вова теперь создал свой канал. Будет его вести отдельно, чтобы не вставлять мне в свои видео его отрезочки. А решили, что он будет с ним сам снимать то, что видит, то, что думает, то, что, ну, говорить, рассуждать. Канал его будет такой больше, ну вот, какие-то достопримечательности, поездки, куда он ездит, что видит. И такая болталка, рассуждения, его мысли там о каких-то вещах, о жизни, о семейной жизни. Вот, может быть, если кому-то интересно, я ссылочку оставлю под видео, под этим, на его канал.
Ситуация у нас сейчас в стране пока не знаю. Я сегодня новости не открывала. Вот Вова то, что почитал, что там границы закрывают. Мне, конечно, на душе теперь спокойно, что он дома. Хотя он, конечно, сказал, что он приехал на неделю, но я думаю, что вряд ли за неделю все тут устаканится. Мне кажется, за эту неделю, наоборот, еще только все усугубится. И отпускать его обратно в Финляндию мне пока что-то не хочется. Дети тоже дома. Не знаю, конечно, Василиса как будет себя вести, потому что для нее даже 3 дня, если остается, она, ей некуда себя деть, ей начинает скучно, она начинает баловаться, вредничать. Но выход только пока сейчас ходить вот гулять куда-то на природу, в лес. Будем, наверное, к морю ездить, в парк какой-то ходить, где поменьше народу. И как-то проводить это время. Ну, зато мы все вместе, зато вся семья в сборе, все рядом. Будем наслаждаться общением в семье. Вот такие дела на сегодняшний день. В магазинах у нас продуктов все в порядке. Привезли, забили полки. И вот эта истерия, все-таки я еще раз повторюсь, что я думаю, это связано не с тем, что не будет продуктов в магазине, а просто люди, которые здраво рассуждают, на мой взгляд, потому что я сама так думаю, что лучше пусть у меня будут продукты дома, и мне не нужно будет выходить лишний раз и контактировать с людьми, потому что сейчас неизвестно и непонятно, как этот вирус развивается, и мы же не видим, кто заболел, кто есть, даже люди сами не знают, может быть, и мы, допустим, переносчики, да, мы этого не знаем, и поэтому лишний раз, то есть я не хочу лишний раз выходить куда-то в людные места. В садике, например, у нас тоже сейчас все дети кашляют. Вчера мы общались с мамочками в чате. Все дети ужасный кашель, и мамы уже паникуют. У кого есть температура, у кого нет температуры, у кого есть насморк, у кого нет насморка. И вот на фоне всех этих событий, конечно, мама переживает. Я просто счастлива. У нас пока еще у Василисы ничего не проявилось. Вот сегодня у нас воскресенье. Больше в садик мы пока не пойдем, пока все это утихнет. И даже хотя бы вот этот вирус с кашлем, который у детей начался, плюс ветрянка у нас. Но ветрянку я не боюсь, конечно, а вот кашель я бы не хотела. Я сейчас все за ней наблюдаю, прислушиваюсь. Нет у нее пока никаких симптомов, и я просто счастлива. И я считаю, что я сделала правильное решение, что приняла правильное решение, сняла ее с садика на это время. Пусть лучше она дома, здоровая. Зачем портить свой иммунитет, подрывать? Пусть она лучше побудет дома. Васек, ты что делаешь? Катаюсь. Чего пытаешься? Катаюсь. А, катаешься? Думаю, катаюсь. Ты только нос не разбей. Ну, Этот зайчик. очень. Ну что, не смогли мы добраться, да, до променада с тобой? Василиса сказала, что хочет кушать, и идем мы домой. Да, Василиса? Osutavatele inimestele. Eesti tervishoiusüsteem on epideemiaga toimetulekuks sotsiaalministri Маша смотрит прямую трансляцию министра здравоохранения на данный момент, что происходит в стране, заявление какое-то. Я могу ходить. Какой тут у Василисы город построен? Только сюда взрослым нельзя доходить. Взрослым сюда нельзя, да? Да, потому что это игрушечный город. А ты включи свет, а то у меня камера не хочет фокусироваться. Нет. Нет? Надо, чтобы машину было видно, как она светится, да? Да, это спящий город. Угу. Когда ты успела это построить? Да, молодец. Ну скажи, надо же чем-то заниматься, да, сидя дома? Молодец, умница, играйся. Василиса, что ты нарисовала такое? Расскажи. Это папа, это мама. Ух ты. Сейчас Василиса ищет. Папа, у тебя меч, да, в руках? Да, у меня меч и накидка принца. Ух ты. Смотри, у меня темные волосы, у тебя светлые. Да. Все учтено. А ног у нас нету. Мы в платьях. На коленях. На колени. Да.
Но ты на траве сидишь, у тебя Да, под у меня платьем ноги. травка, небо над головой. А у тебя зато там какие-то, вон написано папа, видишь, Да, у на меня Василисином написано языке. ОАН. О, то, что... брови, брови, Смотри, у смотри. меня даже вот брови, да, черные. Молодец. Круто, да. Мгм. Красота. Да. Мы пошли погулять, подышать воздухом в лес. В городе там машины, пыль. А здесь у нас хорошо. Народ весь тоже здесь гуляет. Кто с детьми. Но смотрю, так сторонятся все друг друга. Видно. Как-то, если кто-то из детей приходит на горку, других родителей сразу пойдем. Ну, чувствуется. Мы ушли тоже. Решили. Василиса покаталась немножко на горке. Решили пойти все-таки в сам лес. Тут и ветра нет, потому что у нас ветер поднялся. К ночи штормовое предупреждение. Вот видно, что деревья шатаются. Я не скажу, что холодно, но чувствуется ветерок. Куда-то там мои зашли. Подснежники, наверное, ищут. Тут у нас есть оборудованные места для шашлыков. Вот там печка, видите? Дрова лежат. Все места, все предназначено. Можно брать дрова, делать шашлыки в таких домиках. Там люди сидят. Пользуются спросом. Летом особенно. Каждый вечер видно, что ходят молодежь или семьи с детьми. Но тут они не в одном месте. Там и в середине леса есть такие же, прям в самом лесу места. Идем по такой дорожке. Тут прям в лесу, везде, через весь лес сделана такая тропинка. Тропа. Что, зайчик? Да, ручеек здесь, да? Течет, снег тает. Ну, пойдем вперед. И так вот она на протяжении всего леса так и идет дорожка. Можно зайти в лес по ней, по тропинке, и по всему лесу по кругу так и выйти по кругу. И все будет дорожка такая. И вот эти дорожки приводят периодически к каким-то таким местам, где скамеечки, столик, можно сесть, принести с собой там, я не знаю, бутерброды, чай, посидеть, отдохнуть на воздухе и дальше идти гулять по лесу. Ну что, мы уже вернулись, нагулялись, воздухом подышали. Сейчас будем ужинать и собираться уже Василису укладывать, отдыхать. День прошел, все хорошо, новости не радуют. Эстония у нас уже в числе десятки по количеству заболевших на миллион жителей. Италия, по-моему, на первом месте, мы на 10-м. Это, конечно, не радует. Но будем надеяться, что вот принятые меры, которые принимаются, что-то изменят, помогут остановить это все. Такое ощущение, что это уже все выходит из-под контроля и дальше больше будет. Мы будем надеяться, что все будет хорошо, в панику впадать не будем. Мы все рядом теперь, все вместе. Все будет хорошо. Спасибо, что были еще один день с нами. Оставайтесь, будем держать вас в курсе событий. Берегите себя, не болейте. Всем пока!